Всем привет! Я Елена Токарева. Я приветствую вас на своем YouTube-канале, где я создаю свою жизнь мечты с любовью и делюсь абсолютно всеми своими практиками, навыками, знаниями, всем своим жизненным опытом, который помогает мне делать мою жизнь волшебной, прекрасной. В моей жизни происходит все так, как я хочу, и даже лучше. Я благодарю за то, что с каждым днем вас становится все больше и больше, за ваши приятные комментарии, за вашу обратную связь. И я благодарю за этот истинный взаимообмен, который у нас есть. Я благодарю за все вопросы, и по мере возможности, по мере своего внутреннего ресурса я буду на них отвечать. Поэтому не стесняйтесь, пишите, задавайте свои вопросы. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Делитесь всеми видео с теми, кому, по вашему мнению, оно может быть необходимо. И сегодня я хочу раскрыть такую тему, очень сильную, глубокую. Это тема честности, доверия и правды внутренней по отношению к самому себе прежде всего. Потому что наше тело, наше сознание является центром всего, что происходит в нашей жизни. И все изнутри наружу идет. И что я вижу в своем мире, устраивает ли он меня, устраивает ли меня моя жизнь, что происходит так, что происходит не так, все идет изнутри. Где я обманываю себя, как часто я говорю правду, где я боюсь, а страх, он сжимает тело, сжимает сознание. Нахожусь ли я там, где я хочу, истинно, из любви, а не из страха? Шагаю ли я по жизни из любви, из доверия, из честности к себе, а не из страха? Занимаюсь ли я той деятельностью из любви, а не из страха? С тем ли я человеком из любви, а не из страха? И так далее. Это видео будет о смелости услышать себя, услышать голос своего сердца, голос своего духа, своей души, и о том, насколько важно шагать из честности, из правды. Я всегда каждому буду повторять: жизнь, она создана для того, чтобы мы наслаждались и проживали ее в наслаждении, в удовольствии, в кайфе и в любви. Человеческое сознание, оно само себе все усложняет, наш ум сам себе все усложняет различными программами, убеждениями, верованиями, которые нас сковывают. И мы теряем, скажем так, не теряем, а прячем тот самый главный наш навигатор, наше сердечко, в котором есть абсолютно все ответы, оно все знает. Это есть наша интуиция, это есть подсказки нашего тела, как оно себя чувствует, болеет, не болеет и так далее. Насколько важно подключиться. Наше сердечко в нашей жизни, оно очень часто, особенно в наше сейчас время, очень часто старается своим светом просветить эти все программы, трансформировать все в свет и любовь. Но насколько ты слышишь себя, насколько ты имеешь смелость шагнуть за этим зовом своего сердца. Еще где-то лет 6 тому назад как-то у меня так получилось прочувствовать этот момент доверия своему сердцу, что это самый главный мой навигатор по жизни, и я буду всегда смело шагать. Я пообещала себе, что я всегда буду смело шагать туда, куда мое сердце меня поведет. Даже если это будет самый абсурдный уму поступок, но если я тут сердечком почувствую, что там я должна быть, мне необходимо там быть, и я буду удовлетворена там, в той точке пространства, то я туда пойду, и все всегда случалось наилучшим образом, когда я вышагивала из момента, где мне не есть хорошо, где я в тисках, где моей душе как-то не очень, сердечко, оно чуть-чуть меня тянет на другой путь. И только тогда, когда я смело вышагивала туда происходила тотальная точка роста сознания, роста личности,
И шаг за шагом жизнь всегда выводила меня туда, куда я хочу, к желаемому. А я всегда задавала вектор, чего я хочу, как я хочу. Потому что с каждым моментом своей жизни я изучала себя, свои потребности, потребности своей души, а не эго. А что я хочу дать этому миру? А что я хочу взять? Какие отношения я хочу? Сколько денег я хочу? Где я хочу жить? Как я хочу жить? Какое состояние я хочу испытывать? Состояние тела, здоровья и так далее. И я всегда шагала. Это очень важно. Услышать этот голос и смело шагнуть. А помимо честности к самой себе, а чего я хочу, а как я хочу, мои истинные потребности души, а не эго, тут очень тонкая грань, это спутать. Потому что все чаще я убеждаюсь, чем больше человек закидывает в эту бездонную яму потребностей эго, тем больше он будет неудовлетворен. Это как черная дыра, которой постоянно всего мало. Постоянно всего мало и постоянная неудовлетворенность, потому что это не истинные потребности сердечка. Быть может, человек, да, у которого много денег, и он покупает квартиры, машины и так далее, оно ему вовсе-то на уровне сердца и не надо. А он делает это, потому что вот так необходимо, статус и так далее, понты там или еще что-то. Это не его. И идет постоянная неудовлетворенность. Быть может, этому человеку по кайфу будет жить в какой-то деревне, да, и доить коров. И вот там вот его тело выдохнет, сознание выдохнет. Понимаете? Насколько важно проживать свою жизнь в том месте, к которым я хочу, с человеком, с которым я иду рука об руку. Я расту, я меняюсь, я улучшаю уровень своего сознания и качество нашей жизни. Во взаимопонимании, любви, поддержке, уважении и так далее. Насколько важно слышать потребности своего тела, а что как минимум я хочу сейчас скушать, понимаете? Из любви к себе человек не будет питаться гадостью, упиваться алкоголем, вредной пищей, наркотиками, сигаретами и так далее. Это все, любая интоксикация, это не потребности души, это потребности эго. Либо уйти от реальности, либо просто ежедневно себя убивать, потому что я живу не своей жизнью. И я убиваю себя, потому что я не удовлетворен. Что бы я ни купил, что бы я ни сделал, куда бы я ни пошел, все не то, потому что я не там, душа моя не там. Человек себя убивает. Понимаете? Сколько много несчастливых глаз, людей, у которых не горят глаза от их жизни. Потому что, быть может, человек живет потребностями семьи, потребностями родителей, потребностями детей, потребностями социума, своей деятельности, которая и не его-то вовсе, понимаете? Сейчас у нас тотальное время освобождения. Вот когда сердечко, этот внутренний навигатор, он вырывается. Сейчас то самое время, когда у нас не за что схватиться. Все настолько непредсказуемо, что очень сложно спланировать шаги и держаться за то же самое, до того же самого человека, место проживания, квартиры, машины, страну, город. Сейчас этого может по щелчку пальцев просто и не быть. Понимаете? И вот эта вот свобода быть абсолютно не привязанным. Услышать себя, куда я хочу пойти. И из того места в пространстве, где человек находится, максимально экологично распутать это все пространство с определенными людьми, с которыми он сталкивается, из честности решить определенные вопросы. Это не так, что сейчас я бросаю семью, все, уезжаю там, в село собирать куриные яйца, к примеру, потому что душа моя так хочет. Нет, из экологичности, если я уже нахожусь здесь, мое тело, то ранее мыслями я уже создала эту ситуацию, эту реальность. Окей, и чем экологичней,
человек распутает ту реальность, в которой он находится, с людьми, с деятельностью, там, с работой, с деньгами, здоровьем и так далее. Это все, что мы имеем в моменте здесь и сейчас, это все есть мы. И чем больше напряжения, какого-то недовольства, какой-то неэкологичной ситуации, какого-то страха, там, боязни чего-то, неуверенности и других каких-то моментов своих, которые человек испытывает, чем более свободней он станет в моменте здесь и сейчас, чем больше человек расслабит свое тело, после этого, после вот состояния выдоха, расслабленного тела, распутанных этих всех узликов, которые есть прежде всего у тебя внутри, никто не виноват, не муж, жена, дети, мама, папа и кто-то еще, кто тебя сглазил, нет, вот все внутри сидит, некого в этой жизни винить. И только вот после состояния расслабленного, распутанного человека, освобожденного, вот да, это моя правда, я так хочу, и я обсужу это со всеми, я поговорю честно, из сердца со всеми. Потому что да, это моя правда, вот я признаюсь себе. И я признаюсь себе в том, что я живу не своей жизнью. И это моя жизнь неудовлетворенная. Я признаюсь себе, что я неудовлетворенный человек. И я живу всего лишь в своих страхах, которые мне навязаны. И я имею смелость включить свое сердечко, услышать свой голос, услышать свое тело и шагнуть смело в ту точку пространства, где я чувствую, что мне необходимо быть. И из этой свободы, честности, экологичности смело шагать. И даже если я не знаю, что будет завтра, то я все равно шагну туда. Потому что вот сердцу там необходимо быть, моему навигатору и моему телу, как фишечки в игре. В этом случае просить у мира дать подсказки. Понимаете? А как шагнуть, а как пройти, как более экологичнее выйти из ситуации и шагать. Ребята, сколько раз я переезжала просто в никуда и ни с чем. Сколько раз я раздаривала, продавала, отдавала все свои вещи и переезжала. Сколько раз я полностью перезагружала свою жизнь, потому что я чувствовала, что так надо. Уезжала, приезжала. И всегда смело следовала за сердцем. И всегда вот эта жизнь, она подхватывала. Потому что чем более экологичней к своему сердцу шагает человек, тем более он в безопасности. Он окружен всеми ангелами, хранителями, наставниками, проводниками. И дорога возникает под шагами идущего человека, идущего из состояния души и тела, правды вот этой вот, желаний души. А чего я хочу, спрашивать себя, чего я хочу. Понимаете, если ты хочешь 13-й iPhone, например, да, завтра он у тебя будет, да, а удовлетворения как такового и нет. А твое ли это желание души, да, или эго? Или там хочу полететь там на Шри-Ланку, да, вот сейчас самое доступное. Вот полечу я завтра на Шри-Ланку. А будет ли там удовлетворение? Решится какой-то внутренний вот этот комок там, на той Шри-Ланке, например? Нет. Это желание, опять-таки, эго. Эго уйти от реальности или еще что-то. А чего я хочу? От чего мне необходимо освободиться? Какую ненужную одежду с себя снять? Где моя несвобода, где мой страх, всего лишь страх? И шагать, освобождать себя смело, поверьте. Когда вы услышите себя, всецело поверите этому голосу, ведь этот голос, это голос Бога, а Бог, Он всемогущ, понимаете? Нету такого, что не создана жизнь для того, чтобы мы страдали, проживали ее в тисках, неудовлетворении и ежедневно убивали себя, понимаете? Не для этого.
Жизнь — это о смелости, о проявлении себя, о вот этом самом главном сердечке. Ведь любовь, она спасет мир. Любовь, она спасет прежде всего тебя. Вот эта вот смелость и проживание жизни с любовью через сердечко делает человека счастливым, понимаете? А когда человек счастлив, он свободный, он расслабленный, он творит, он создает, он улыбается, и уже улыбаются люди вокруг. Он проходит, и он оставляет такой шлейф любви после себя, понимаете, такую приятную очень энергетику. И, соответственно, счастливый человек делает мир лучше, других людей лучше. И необходимо начать с себя. Не ждать, пока кто-то куда-то потянет или решит какую-то задачу, и что-то где-то поменяется, и, быть может, там у меня что-то изменится. Нет. А быть может, если твое сердечко тебе говорит, что тебе сейчас необходимо лишиться всего, что тебе и не нужно вовсе, ты там из страха, и что-то изменить, то я рекомендую все-таки это сделать и послушать себя, перестать разрушать, самоуничтожать себя, свое тело. Потому что рано или поздно, если человек живет не своей жизнью, его тело, его реальность, оно ему аукнется. Чем больше человек находится вне своей точки жизни, тем больше напряжения он испытывает, и он создает такой просто ком, он катится комом этого напряжения, этого недовольства какого-то жизнью. Понимаете, постоянные страхи, агрессия, злоба, злость. И это просто вот черная дыра, вот, которая не уменьшается. Напряжение нарастает. Узлики кармические, они все больше и больше закручиваются. И человек просто, он нарабатывает себе негативную карму, потому что этими узликами какого-то недовольства убивает свое тело, просто гробит свое сознание и тело. Он негативно действует с реальностью, с другими людьми. Нет взаимообмена. И опять-таки негативная карма, она нарастает. Внутреннее напряжение нарастает. И из этого внутреннего напряжения, поверьте, потом невозможно по щелчку пальцев создать себе шикарную жизнь. Понимаете? Просто необходимо проснуться и услышать свое сердце, понимаете, и шагать смело, из честности к себе, к другим людям. Если определенный человек, да, появился на вашем пути, то это не просто так. Он для чего-то, он ваше отражение, он ваше зеркало. И опять-таки, создавая негатив с ним какой-то, да, там, ситуацией с собачкой, кинуть мусор на улице, это уже негатив. Сложно шагнуть более экологичней дальше из сердца. Максимально чистое пространство себе создать. Окей, я здесь, я принимаю свою жизнь здесь. И я максимально в моменте здесь и сейчас очищаю свою карму. Я разговариваю со всеми из сердца. Я делаю все из сердца. Я люблю себя, свое тело из сердца. Я посылаю абсолютно всему любовь. И вот будет как будет. Я говорю все, что думаю. Делаю, что хочу. Я знаю, что если мне необходимо куда-то уйти, куда-то шагнуть, то я это сделаю, и меня поддержат. Жизнь, она обнимет и вот так вот пронесет дальше. Довериться и смело шагать. Сегодня мы затронули действительно очень-очень важную тему в построении своей жизни мечты, построении своей реальности. Самым главным инструментом это сердцем, любовью. Я желаю вам искренне счастья, здоровья, гармоничных, счастливых отношений, денег. Я желаю вам проживать
и создавать именно ту жизнь, которую вы хотите, и даже лучше. Потому что каждый достоин всего изобилия этой жизни по праву рождения. Всего, абсолютно всего. Я благодарю вас за просмотр. Делитесь этим видео обязательно с кем, по вашему мнению, необходимо. И мы будем делиться этими семенами пробуждения. И оно будет разрастаться и делать жизнь всех нас лучше. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. До скорых встреч!